Всем добрый день. А, мы находимся в эфире на канале Натальи Кондратьевой. Всем Добрый день. привет. Привет. Сегодняшняя тема такая очень интересная и немножко такая, мне кажется, немножко научная, да, Наташ? Такая какая-то она. Может, и научная, но я просто решила про то, что, знаешь, я так много рассказываю о том, что там видно, бывает видно, или как важно что-то Мгм. там увидеть и почувствовать, что как-то прям мысль пришла, что надо рассказать, как же это видеть. Ну, или начать видеть, если есть такой запрос. Ну, или хоть Да, как-то почувствовать. ну я, пожалуй, озвучу тему. Мы ее сформировали так: развитие восприятия и Мгм. как увидеть тонкие информационные планы, и что этому может мешать. Мгм. Ну, во-первых, увидеть, в смысле, как получится. Кто-то может видеть, а кто-то может чувствовать, кто-то может какие-то, я не знаю, ну, это, ну, вот какие-то прям мысли могут приходить, знаешь, такими как-то вот прям сформулированные мысли, прям каким-то потоком. Мгм. Вот. И тут есть несколько таких, знаешь, важных моментов во всем этом процессе. Первое– это мотивация. Надо понимать, для чего тебе это нужно и вообще зачем это тебе нужно, и как бы мотивация это тоже должна быть не из головы, а вот как-то вот действительно надо сесть, подумать и как-то от души решить, оно тебе вообще надо. Потому что научиться видеть на самом деле можно, а развидеть потом будет сложно обратно. Это во-первых. А во-вторых, как бы это штука, которая всегда в динамике. То есть ты сначала можешь, конечно, это логично, что ты можешь использовать это для личного пользования, ну, там, наладить личную жизнь, профессиональную и вообще как-то понимать лучше, что происходит в твоей жизни. Но потом, если все это у тебя устаканится и состоится, ты должен как-то этот навык развивать, как бы не просто там для глубоко личного пользования, а что-то созидать, ну, что-то с помощью этого творить, знаешь, такое большое созидательное. Потому что как-то, ну, по-другому никак. Оно, это все живое, оно живет, развивается, оно должно развиваться. По сути, это иначе это будет, не знаю, как будто ты там, не знаю, на машине последней модели ездишь, не знаю, в булочную, только в булочную и никуда более. Вот, поэтому это как-то, ну, оно не имеет смысла. Поэтому если у вас нет желания потом в перспективе как-то расширять этот навык, помогать людям, то, в принципе, можно задуматься прямо на старте. Может, оно вам и не надо. Мгм. Давай вообще вот для наших подписчиков начнем вообще с самой базы, потому что многие, наверное, может, не смотрели прямые эфиры наши, да, и вообще понимание, что такое информационное поле. Многие просто зашли, знаешь, о чем вообще они говорят. Ну, информационное поле- это, по сути, информация, которая, находится везде. Везде всегда, не знаю, она формируется, ее отпечаток, он изначально, ну, он существует, был, будет, и он при тебе формируется. Это какая-то такая, знаешь, фактически это самостоятельная жизнь, которая всегда находится вокруг человека. И плюс его мысли, вот его ментальный план, он иногда, если прям настроится, он иногда прям чувствуется, прям ощущается. Кстати, вопрос вопросу мотивации. Например, готовы ли вы, смотря на человека, понимать, что он не очень-то хорошо про вас думает? Это я вспомнил про сегодняшнего своего свекра, который смотрит на меня, и я прям мысли это читаю с непониманием, типа, что же его сын во мне нашел, понимаешь? А ты как бы должен еще сохранить эту хорошую мину при плохой игре. Ну вот ты просто наблюдаешь за этим и наблюдаешь. То есть мы Мгм. сейчас перейдем попозже ко второму пункту о том, что ты должен быть нейтрален. Но я к тому, что надо быть готовым ко всему, что если оно откроется, вы можете увидеть то, что, возможно, вы или услышите, или почувствовать то, что вы бы и не хотели видеть, слышать или чувствовать. Мгм. И насколько вы к этому готовы. Да, интересно. Так, ну, мы, наверное, теперь начнем, ну, следующий вопрос, что вообще нужно делать, ну, тем, кто действительно захотел, да. Я помню, просто сейчас пример приведу, я помню студенческие годы. Ну, меня вообще вот эта тема такая очень интересовала, она всегда покрыта такой таинственностью, а люди очень любопытны по своей природе. Мгм. И я помню, наткнулся на книжку такую «Школа дальнейшего энергетического развития», она, по-моему, называлась, «Школа ДАИР». Верещагин, по-моему, что ли, там это, если мне не изменяет память. Э,
в Питере такие ученые были, которые занимались как раз развитием вот таких всяких способностей, да, у людей. И одна из Мгм. таких способностей была, ну, там, и они прям подробно расписывали, и тренировки были, как, например, увидеть свое энергетическое поле. То есть нужно там сконцентрироваться и смотреть там в течение достаточно долгого времени. Но у меня какие-то были такие некие вещи, там, то, что я ну, немножко видел, да, там, вот, то, что ты говоришь, как раз вот это информационное поле, энергия, да, такой при ближайшем рассмотрении. Но дальше это никуда у меня не развилось, потому что здесь, конечно, нужно иметь упорство и большое желание. Да, помимо желания, ты знаешь, тут еще штука такая, штука сейчас, про которую я буду говорить, это про нейтральность, про ту самую нейтральность, про которую я все время говорю. Что ты должен быть максимально нейтрален ко всему, что происходит. Как-то сонастроить себя вот с этой энергией, про которую мы всегда говорим, что которая вокруг тебя, она настроена на созидательный контакт с тобой, она по природе максимально нейтральна. Похоже, знаешь, на родителей, которые действительно всех любят, но в принципе понимаешь, что все разные. И вот твоя задача настроиться, на вот какой-то такой, ну, то есть фактически даже немножко поотслеживать у себя внутри, например, задав себе вопрос: что мне мешает, например, быть, ну, что, мне мешает, например, развить способности или что-то там увидеть. Ты можешь прям в теле почувствовать. Ну, может быть, это неприятие чего-то, понимаешь, или категоричное высказывание относительно, ну, какой-то сферы жизни. Я помню, что я тебе сейчас просто примеры скажу, наверное, какие-то задатки к этому я имела всегда. Мы говорим именно о внутренних каких-то чувствах, когда это уже становится частью тебя. Понятно, что эмоции, ты живой человек, ты можешь как бы сиюминутно, сиюмоментно, если тебе наступили на ногу, ты можешь испытывать любые эмоции и можешь как бы сказать все что угодно по этому поводу. Но вот, именно внутренний твой настрой должен быть максимально нейтральный. Я помню, когда я получала свое первое образование, это было юридическое образование, и нас было 60 человек на потоке, 2 группы. У нас был тест, потом, как сказать, на профпригодность, ну, преподаватель пошутил. В одном из вопросов было, что, ну, если вам предстоит защищать там насильника, убийцу, именно как бы вот, ну, там фактически убийцу малолетнего ребенка, будете вы его защищать в качестве государственного адвоката? А государственный адвокат, ну, в принципе, положен всем, ну, такова профессия, понимаешь? Мгм. Во-первых, такая профессия, а во-вторых, как бы не профессия адвоката, не профессия юриста выяснять, виновен человек или невиновен. Пока человек, у нас есть презумпция невиновности, пока не доказана его вина, он, в принципе, невиновен. Так вот, оказалось, когда проверяли тест, оказалось, что я единственный из 60 человек, руководствуясь этим принципом, что как бы раз человеку положен по закону защитник, значит, он у него, значит, я, ну, как бы согласна, раз как бы просто по закону положено. Так вот, я оказалась единственным человеком из 60 человек, согласным на это действие. Ну, то есть ты не переносишь свои эмоциональные отношения к каким-то многим предметам, ты просто как бы созерцаешь, потому что тебе могут открыться многие-многие какие-то информационные планы, если ты будешь их как-то использовать, знаешь, очень претенциозно или во вред кому-то, или во вред, ну, или, знаешь, там как-то преследовать какую-то исключительно личную выгоду, они, они очень быстро захлопнутся на самом деле. Потому что это такая, ну, то есть фактически как будто ты читаешь газету. Почитал, узнал, как бы и пошел дальше. Вот. Естественно, ты единственное, что ты можешь вынести оттуда какую-то созидательную такую мысль о том, что как ты можешь исключительно созидательно воспользоваться всей той информацией, которая к тебе пришла, либо вообще ее не трогать. Вот. Потому что если ты будешь как бы ну вот еще раз повторюсь, да, как-то исключительно для собственной выгоды что-то использовать или там, скажем, иметь при этом категоричные суждения, что вот это тут редиска, а этот там хороший человек, то у тебя как бы на старте мало чего получится. Ну, или вообще Мгм. практически ничего не получится. Потому что вот этот вот, ну, связь вот с этим потоком, который на самом деле максимально нейтральный по своей природе, она, в принципе, просто как не состоится. Ну, и Мгм. выражаясь чисто, знаешь, таким техническим коммуникативным языком, ну, коммуникации вот с тем самым информационным полем, ее просто либо вообще не будет, либо она будет максимально искаженной, потому что она будет как бы под тебя, под твою вот эту вот какую-то, знаешь, внутреннюю ситуативную вот эту вот, как-то претенциозную позицию как-то искривляться. Вот. Ничего Ну, ты завернула.
Ну Да. да, ну понятно, то есть как бы ты не будешь находиться в таком неком состоянии дзен, когда ты нейтрален ко всему, да. Просто наблюдаешь, просто созерцаешь и Это не обязательно там медитация, там, знаешь, дзен. Ты просто вот как бы вот просто вот, ну, как-то, не знаю, отключаешься от какого-то мгм, оценочного состояния, например. Ну, вот смотришь ты на свекра, и ты прям ощущаешь, что он хреново к тебе относится. Ну, так, средних хреново. И как бы, ну, ты же человек. И ты, ну, при том, что ты пытаешься как бы дистанцироваться, ну, отодвинуть свою, значит, человеченку отодвинуть, как бы, ну, это его право, он не имеет относиться это его свобода воли, это его мгм, право, он имеет относиться к тебе ровно так, как хочет относиться. Это как бы ты не можешь вмешиваться в этот процесс. мгм. Хорошо. Так, а всё-таки вопрос-то какой был у нас? Что человеку нужно? Ну, понятно, вот, 1 это нужно находиться в таком состоянии, да, ну, то есть спокойствие и такое, не безоценочного суждения, да. Мгм. И, что еще? Что еще? Ну, дальше сейчас мы перейдем к следующему пункту. Это именно вот вера, понимаешь? Вера, что у тебя получится, что у тебя получается, что у тебя есть большое желание, и вера. Потому что вера, по сути, как это не примитивно бы звучало, это просто это энергия, которая позволяет тебе все это сделать. Мгм, Я помню, по первости все время поставляла, знаешь, какие-то вещи, которые ты просто увидишь, вот ты как бы переспрашиваешь. Потом я уже перестала переспрашивать. Или, например, ты просто понимаешь уже, что ты увидел. Если ты вот сидишь напротив человека, а у него, я, по-моему, об этом же рассказывала, вот на эфирном ментальном плане уши выглядят как черты, так это про то, что ну, а потом ты узнаешь, что одно ухо у него не слышит, это как раз про то, что одно ухо мгм, вот это не слышит. Которое не слышит, оно выглядит как темное такое, как будто его сажей намазали. Но когда ты первый раз это увидишь, я помню, я первый раз сидела напротив него и начинала, ну, как-то так вот увидела, и я помню, я прям глазами моргала, потому что я не понимала, что такое. Ну вот как, я просто не знала, как... Я знала, что какое-то ухо у него не слышит, и вообще у него как бы проблемы со слухом, но что это такое, как бы я понять не могла. Ты все время так... То есть твоя задача верить. Верить, что то, что ты видишь, это не то, что тебе кажется, это не то, что ты фантазируешь, потому что между фантазией и то, что ты действительно видишь, есть существенная разница, она прям как-то, знаешь, так одномоментно, как картинка вспыхивает, то есть ты на самом деле не успеваешь, если бы даже хотел, ты не успел бы дофантазировать такие вот вещи. Потому что это невозможно. Они очень быстро приходят именно таким прямо объемным кластером сразу. Вот как-то вот картинка мгм, сразу вся. А когда ты фантазируешь, ты прям вот как-то так. Ну, всем понятно, как мы фантазируем, собственно. Ну, поэтапно, да, то есть она как бы потихоньку разворачивается, фантазия-то, то есть Да, тебе некий. внутри, например, хочется, я бы хотела вот это увидеть так. А здесь ты как бы саму картинку видишь такой, как ты видишь. Я помню, поскольку я была, помню, на фазенде своего сегодняшнего мужа, она принадлежит им 40 лет, ну, ему сейчас, ну, вот они ее брали, когда ему было чуть больше 10 лет, и ты как бы, вот я прям настроилась, и можно, знаешь, эти информационные пласты снимать, типа мне вдруг захотелось узнать, а какой он был маленький. Во-первых, я увидела, что он был светленький, а сейчас он гораздо темнее. Я не знаю, я говорю, ты когда маленький был светленький, он говорит, да. И я все время видела его с чем-то в руках. Ну, то есть он так перемещается по этой поляне, прямо у него все время что-то в руках. Ты как будто сначала не понимаешь, а может, иногда даже хочешь, ну, то есть это какая-то странная история, думаешь, почему у ребенка все время что-то в руках, то ли палка, то ли какая-то хворостинка, и ты не видишь как бы этот образ без палки. Ты как будто даже иногда помню, хоть у меня была мысль, может, как бы ее убрать, я сейчас уберу эту палку, ну вот, и она не убирается. То есть я не выдержала, подхожу к нему, я говорю, ты когда был маленький, почему у тебя что-то в руках? Он говорит, я был любопытным мальчиком, у меня все время палочка была в руках. Ну, это хворостиночка, которую я там что-то ковырял, там, или травиночки, значит, это. Вон оно что. Вот, то есть это такая картинка, на самом деле, которая не двигается от твоего желания. Мгм. Слушай, у нас Валентина спрашивает. Приветствую, Валентина. Наша тема сегодняшняя касается эзотерики, и мы говорим про информационное поле человека, которое его окружает. Наталья профессиональный психолог, и она, есть у нее некое такое видение за гранью, я бы сказал, да, и она может видеть эти информационные поля.
И мы вот сейчас обсуждаем, я думаю, что для многих людей, кто интересуется эзотерикой, как развить такой тоже навык видения, и нужен ли человеку вообще развивать такой навык, да, чтобы иметь возможность влиять на свою реальность, да, на окружение и возможность понимать причины тех или иных событий, которые происходят вокруг человека, и, ну, собственно, духовно расти, да, я бы так это сказал. Мгм. Вот. Ну да, это позволяет тебе, знаешь, так, вот не в ну, в каком-то не плоском пространстве жить, а в каком-то прям 3D-комиксе, там, я не знаю, там, ну, вот ты прям видишь, ты прям ощущаешь эти ну, там, последствия, как они формируются, как, например, эти события закладываются. Иногда прям видно, что, ну, вот, знаешь, это есть несколько вариантов событий, одно прям рассыпается. Но никогда, ну, не всегда так все честно, точно и конкретно, особенно как раз, конечно, когда в каком-то событии замешано много людей, ты просто не можешь это увидеть. Ну, как бы один конкретный вариант ты не можешь увидеть заранее на самом деле. Ты можешь увидеть более, так сказать, более ситуативно возможный, и но это всего лишь как бы тоже вариант. Мгм. Ну да, ну это очень такой, я бы сказал, очень полезный инструмент, если обладать определенными навыками с точки зрения психологии, да, и еще и обладать навыками такого некого видения, все это комбинировать, и это все, я думаю, что позволяет наиболее быстро, эффективно решать проблемы, как свои, так и проблемы, ну, тех же твоих пациентов, например, да? Ну да, и, собственно, даже, да, ну, личные, личные и не Да. личные. Вот. И последний или предпоследний пункт, сейчас мы разберемся в процессе, о котором я хотела сказать, это сомнение. Мгм. Сомнение и вот эмоциональная вовлеченность. Во-первых, энергия сомнения будет тебя просто отключать от всего этого процесса, когда ты будешь сомневаться. А то ли я вижу, а то ли я чувствую. Понимаешь, ты просто должен как-то вот, ну, настроить себя и отдаться этому процессу, потому что ну, собственно, конкретный пример. Вот котик у меня, у него там расстройство пищеварения. И я как-то начинаю вовлекаться, понимаешь, в котика. И я не могу понять, почему у него расстройство пищеварения. Потому что, как бы, вот я прям не понимаю, что происходит. Понимаешь? Ну, потому что я как-то, как живой человек, ну вот как-то я слишком вовлеклась в этого котика, который Мгм. тут ходит, и как-то я, видимо, достаточно переживаю. Надо немножко отстраниться, немножко, знаешь, вот войти в это нейтральное состояние, чтобы, ну, чтобы как-то вот увидеть ту нужную информацию, которая мне нужна в этот момент. Мгм. Интересно. Ну, это, собственно, как раз вопрос о том, что человеку может мешать, да, вот войти в это состояние. Ну да, потому что сомнение, оно фактически физически будет тебя окутывать, знаешь, такой плотной такой штукой. Вот прям. Она может выглядеть мне как какая-то такая сетка, которая будет тебя фактически отрубать от этих информационных планов. Мгм. Ну и, Чтоб наверное, я думаю, ну, стоит, ну, напомнить зрителям, что, ну, мы же обсуждали вообще тему информационных полей и Мгм. то, для чего это вообще нам нужно, то есть именно для личностного развития. Прежде всего, да, конечно, потому что Мгм. прежде всего для личностного развития и вот как-то гармонизации личной жизни, чтобы просто развить, по сути дела, собственную интуицию, что потому что Мгм. никто, кроме как собственный человек, не знает, куда ему идти, ну, лучше, куда ему Мгм. идти, что ему делать, что бы он хотел на самом деле. Если он опустит внимание внутрь себя и научится себя слышать и слушать, он найдет там многие и многие ответы, на самом деле, Мгм. в лучшем варианте из возможного. Да, ну и нужно, я думаю, что зрителям нашим, кому напомнить, а кому, может быть, кто-то вообще не в курсе, информационное поле, оно содержит вообще всю историю человека. Ну, Да, то есть да, не только текущую жизнь, а и прошлые жизни, я как раз, вот, всю знаешь, это накопленную чисто карму. просто это как-то чисто вообще получилось на практике. Вот ты сначала вроде изучал просто классическую психологию, а потом к тебе приходят люди, и ты вот работаешь с ними и спрашиваешь про причину, а они прям из ощущений говорят, что, как бы причина того, что сегодняшняя Мгм. история, и
своего рода человек — это некий такой, знаешь, энергетический информационный кластер. Он гораздо больше, гораздо шире, чем его сегодняшняя история, история его сегодняшней личности. Мгм. Ну да. И, как я понимаю из твоей практики, ну, достаточно часто такое бывает, что проблема кроется даже не в этой жизни, и она может тянуться достаточно, ну, из прошлых жизней достаточно долго. Это, да, достаточно часто бывает, особенно в таких, знаешь, навязчивых случаях, непонятно навязчивых, как бы, когда человек вроде уже даже и он, ну, это что-то большое, что его беспокоит, ну, либо какие-то отношения, из которых он не может вылезти, либо, не знаю, какие-то проблемы со здоровьем, либо еще что-то такое большое, где ты даже не можешь найти, как бы, обозримую причину всего, что происходит. Мгм. Вот, То поэтому есть, это такая. дорогие телезрители, мы говорим об очень важных вещах, гораздо более важных, чем наши текущие проблемы, как я понимаю, потому что наши текущие проблемы — это следствие того прошлого опыта. Ну, в Не п большинстве, да, в большинстве случаев это всегда это часто последствия твоих выборов, но гораздо более ранних выборов. Ты просто проживаешь, последствия своих выборов. Ты их уже совершил, и именно ты совершал те или иные действия, и, соответственно, те или иные поступки, делал те или иные, ну, совершал тот или иной выбор, руководствуясь определенным, я не знаю, чем там руководствовался на тот момент. И именно последствия этого всего ты просто проживаешь, вот. Просто вот эта Мгм. вот, знаешь, штука, разграниченная по времени, как бы выбор был тогда, а последствия ты проживаешь здесь. И поэтому у человека создаётся впечатление, что это как-то несправедливо, неэтично, неправильно. Вот, и вот эта вот способность видеть иногда, ощущать и чувствовать, она вот может внести логику вот в этот процесс. Мгм. Интересно. Ам, так, ну я примеры, наверное, тебя не буду просить привести, потому что ты уже достаточно много примеров привела, ну, успешного развития восприятия. Но если хочешь, можешь привести какой-нибудь интересный пример. Ты имеешь в виду про восприятие вот. Ну да, пример того, что вот, как, тебе, Ага. например, да, вот эта способность, помогает, в Подожди, ты жизни и можешь помогает. прочитать вопрос, А, и вот там какой-то достаточно такой да, объем, я не да, могу девушка тут скопировать. написала, добрый вечер, Фемида, сейчас. Здравствуйте, если Бог посылает тяжелые испытания, и человек покончит с собой от того, что не может вытерпеть, душа вновь придет, и ему пошлют тоже самое испытание. Так каждый раз? Ну, то есть здесь Это имеется в виду, что, если человек покончил с собой, да, ну, мгм. я, по крайней мере, верю в реинкарнацию, да, ну и вообще в бессмертие души. И если вот он такую жизнь не прожил и покончил жизнь самоубийством, вот Фемида спрашивает, он снова и снова будет ну, заканчивать жизнью или нет? Нет, слушай, эта штука же, как бы, когда ты заканчиваешь жизнь самоубийством, тут такая интересная вещь, что ты как бы не ценишь сам дар жизни. Это я просто вспомнила еще, когда я была относительно далека, знаешь, от того, что у меня прям все это так открылось. Мне очень часто снилось, что я просто ну, не знаю, на фоне несчастной любви утопилась. Прямо у меня есть даже Мгм. до сих пор это, там, нелюбовь к воде, ну, достаточно часто могу поперхнуться, ну, вот и как-то так. И страх воды, например, у меня есть. Я прям ощущала вот это вот, вот это вот, когда вот прям помню, я или проснулась, или что-то такое было. Это как раз на фоне каких-то тоже любовных переживаний. У меня это случилась какая-то ретроспективная история. Тут я скажу, что это большая история про ценность жизни. Ну вот, если мы будем смотреть, например, ну, я могу говорить конкретно про свой случай, да, то я помню, как мне легко, да, ну вот я ощутила, как мне легко дался этот момент, там, не знаю, взять, пойти и утопиться. Ну, чисто физически, понимаешь? Чисто Мгм. физически. А мы же с тобой записывали видео про меня и все, собственно, что там про меня, Мгм. и Мгм. в котором, собственно, я говорила о том, что сейчас у меня достаточно такие серьезные проблемы со здоровьем в виде, там, пусть не сильно выраженного, но достаточно выраженного детского церебрального паралича. И ты Мгм. знаешь, что вот я когда это вот со мной такая ретроспективная
история случилась. Я прям утром встала, и я помню, я поняла, я каждый день, вот когда ты выходишь на улицу, а на улице скользко, Господи, и ты как будто каждый день проживаешь эту ценность, ощущаешь ценность того, что ты когда-то не ценил. Ну вот ты прям взял, ну вот я Мгм. помню, как мне это было так, знаешь, я запомнила, как мне так ровно и хорошо было идти по песку и вот это все сделать, что я там сделала, а тут ты, знаешь, не можешь выйти из подъезда и просто Мгм. физически не можешь выйти из подъезда, потому что скользко. И я вот это такой, знаешь, такой, я прям ощутила, как, насколько ценно было то, что у меня было, что я так не ценила. И вот, ну, вот, собственно, таким способом я теперь это оценила. Мгм. Ну да, Вот. я тоже хотел бы дополнить, по поводу, ну, вот самоубийства. Ну, просто я понял, о чем вопрос, что ходит такая, как, ну, карму воспринимают очень прямолинейно. То есть, что если ты там самоубился, то ты в следующей жизни там снова опять это там у тебя все то же самое будет. Но жизнь, она настолько многогранна, и души настолько такие, мне кажется, придумывают сложные истории, что ты, наоборот, можешь, там оказаться не тем. Ну, и суть, вообще реинкарнации, как я понимаю, в том, чтобы человек получал новый опыт и переоценивал прошлый опыт с другой стороны, как грубо говоря. Да, он И получается, понимаешь, опыт как бы совсем с другой стороны, но тебя погружает в похожий контекст, вот, в какой-то важный, нужный для тебя контекст, но при этом немножко с другой стороны. Как бы, чтобы посмотреть на все то же, что ты там натворил, или то, что привело к тебя к такому решению, но немножко как бы под другим углом, мгм. и часто это гораздо мягче угол на самом деле. Потому Не, ну, а что, может быть и такое, что там ты выкажешься, например, родителям ребенка, который самоубился, или еще что-нибудь. ну да, или знаешь, это я вот по последней, по-моему, в видео накануне я рассказывала, что есть случаи, да, я знаю его, там, молодой человек очень страдает, то, что его, значит, ну, именно душевно страдает, ему уж лет 30 и 30 с небольшим, ну, где-то так. Потому что его, не помню, то ли мама, то ли отчим, ну, в общем, кто-то, значит, тушил об него окурки, а мама, отчим тушил, значит, ну, у него было садистически тяжелое детство, именно вот с физическим насилием. Мама на это, значит, смотрела, и это вызывает у него, ну, естественно, это, ну, физически его очень жалко, и действительно ему очень сочувствуешь, потому что, как бы, ну, не сочувствовать ребенку, о которого тушат окурки, невозможно. Вот. Но только мне просто попросили, помню, разобрать этот случай. Я прям увидела, что товарищ неоднократно был жесток с собственными детьми, а он просто отрубал им руки за воровство, понимаешь? Мгм. Ну, просто вот как бы его настолько клинил на теме воровства, что он отрубал собственным детям руки за воровство. Прям такая яркая картинка, она так всплыла. И, ну, вот она понятно, что ты ему сейчас сочувствуешь, потому что он этого не помнит, не знает, но он фактически проживает последствия собственных выборов. И там потушенные сигареты об собственное тело — это даже, наверное, все таки мягче, чем отрубленные руки, понимаешь? Ну вот. Поэтому, как бы вам сегодня не казался чудовищным контекстом, на самом деле очень часто бывает гораздо мягче. Он просто погружает тебя в примерно похожее состояние, в эмоционально похожее состояние. Мгм. И вот как раз подводя к нашей сегодняшней теме, видение и умение распознавать и считывать информационное поле как раз позволяет, понять самые первые первопричины. Тавтология, конечно, но, вот эти первопричины, сегодняшней нашей ситуации. Потому что, как правило, ну, вот мы это даже с тобой не раз обсуждали, что люди обращаются там к психологу или там начинают изучать, как-то духовно развиваться, приходят к Богу и так далее, к религии, именно в страдании. Ну, сейчас многие Мгм. люди на Земле страдают, по тем или иным причинам, как правило, даже не из-за физических проблем, а из-за духовных каких-то, м, ну, из-за духовных мук, грубо говоря, да. Вот. И вот как раз и наша сегодняшняя тема — это вот как, развить эти навыки хотя бы на начальном этапе, чтобы
научиться разбираться в своих проблемах изначальных. Да, это важно, потому что важно, понимаешь, вот мы сейчас вернемся опять к той теме, которая накануне была, что важно вот ощущать свое единство, например, вот с этой энергией, которая как бы действительно потрясающая, созидательная, она всегда настроена на контакт с тобой, на созидательное сотрудничество с тобой. Ну, и с тобой ровно так же, как со всеми с другими. Ну, то есть она не Мгм. выделяет, что кто-то, понимаешь, лучше, или кто-то хуже. И там, вот я с тобой как бы настроюсь на контакт, а с ним не настроюсь. Все зависит от, как бы, от собственного желания, по большому счету. Поэтому вот это, вот, знаешь, ощущение сопричастности себя к чему-то большему, к информационному плану большему, к миру, который больше на самом деле, чем твои собственные усмотрения, ну, твои собственные желания. Вот. Это, конечно, важно, и оно немножко, как бы, может быть, позволит, знаешь, мне это, как-то отодвинуться от собственных страданий. Мгм. Да, это все очень интересно. Так, слушай, ну мы, получается, все уже разобрали, да, все Мгм. сегодняшние и Ну, подпункты важные нашего пункты, диалога. да. Мгм. Мгм. Ну давай, Даш, может быть, ты подытожишь, вот, такой зафиналишь вот эту тему, то есть расскажешь еще раз по пунктам, ну, то есть просто перечислишь, что нужно делать и кому это Чего не нужно. делать. И кому это нужно, и кому это Да, нужно. во-первых, это мотивация. Вы должны понимать, для чего вам это нужно, зачем вам это нужно, и что в перспективе, ну, вот куда оно будет развиваться, когда вы как бы собственную жизнь приведете в порядок. Понятно, что прежде всего для этого вы хотите развить собственную интуицию, ну и какое-то более широкое видение мира. Потом вам нужно настраиваться на внутреннее нейтральное восприятие вообще всего, чего вы тут не видели, потому что вы всегда видите только часть информационной истории человека. Вы видите его сегодняшнюю часть, вы не знаете, что ждет его до, или кем он был до, или кем он будет после. На самом деле для пространства все равно, когда он, ну, как бы продвинется, понимаешь, в каком-то своем духовном росте сегодня, завтра или через 1000 лет. Вот, поэтому все, что вы не видите, вы видите только кусочек его сегодняшней истории, поэтому, ну, там, или каких-то событий, надо относиться к этому максимально нейтрально. Вот это вот нейтральное состояние даст вам возможность, сконнектиться, собственно, со всем этим информационным планом. И плюс к этому у вас должна быть вера, что у вас все это получается, что вы видите действительно то, что вы видите, а не фантазируете. И здесь я сказала, чем фантазия отличается от видения, потому что видение или ощущение, оно приходит таким кластером, оно объемным, оно берет и приходит, собственно, оно не спрашивает, как выстроить, оно не выстраивается внутри вас, оно как бы просто сразу на вас Мгм. падает. Вот. Или вы можете его там, не знаю, там, ощутить. Вот. И, естественно, вам нужно избавиться от сомнений. Потому что сомнения — это ровно та же самая энергия, которая вас будет отдалять от нужного вам результата. Ну, вот так, если вкратце. Если сильно, очень вкратце. Все очень просто, дорогие зрители. Так что практикуйте, и тому, кто стремится, тому и воздастся, собственно. Я тоже буду к этому стремиться. Вот. Мы можем, Вот. кстати, потом на тебе проверить, ты можешь попрактиковать и потом вот прям поощущать. Знаешь, я думаю, что ты многое видишь, чувствуешь и понимаешь, просто тебе кажется, что тебе это кажется. А если ты Мгм. хотя бы уберешь мысль, что это тебе кажется, и попробуешь поисследовать, я думаю, что ты многое увидишь и поймешь. Ну да. Но я, видишь, у меня такой больше, на таком чувственном уровне больше развиты такие осознательные, Вот, ну хотя бы чувствование мира. на чувственном уровне ты можешь выстроить, взаимоотношения со своим телом. Ну, в смысле, вот если там тело чувствует это про что? Или М. там, например, я чувствую вот это про что? Ну, то есть ты можешь как-то так собирать обратную связь, а потом сделать какой-то, значит, потом дать обратную связь, что у тебя получилось. Мы можем и на эту тему снять видео. Да, это, конечно, интересно.
Ладно, хорошо тогда. Ну, я думаю, что мы заканчиваем нашу сегодняшнюю. Да, мне кажется, надо как-то их более М, структурировать видео. м, Вот. Если там, не знаю, у подписчиков или у тебя есть какая-то дополнительные вопросы к этой теме, мы м, проще тогда еще отдельное видео снимем, чем вот, ну, мгм. просто нагружать информационно. Вот. Да. Сейчас Ну, вы надо. можете еще, кстати, кто смотрит эфир, можете оставлять вопросы здесь, либо подписаться на телеграм-канал. Он есть э, ну, в шапке профиля Мгм. YouTube канала, да. И там можете задавать вопросы, Наталья на все вопросы ответит. Мгм. Все, всем спасибо. Наташа, тебе спасибо за эфир, Спасибо тебе, за спасибо за полезную интервью. информацию. Все. Пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Спасибо.